Световой реактор на всю мощность выведем. Пошли пробовать, я уже не терплю. Это с GTD 350 я снял ролик. Ребята, всем привет! Всем привет. Сегодня у нас по плану изготовление самого мощного фонарика, который только есть в интернете. Ну, по крайней мере, мы мощнее не нашли. Этот фонарик будет мощностью 10 тысяч ватт. 10 киловатт. У тебя что, рука не сверлится? Что это? Короче, самый мощный, что мы нашли в интернете, был 1 киловатт. Многие его повторяли, светит просто безумно. Но нам стало интересно сделать 10-киловаттник и посмотреть, как это чудо будет светить. Да, хочется сделать фонарик, от которого радость в глазах просто зажигается. Будет ли оно выжигать сетчатки в глазах? Можно ли будет пугать воров, которые арбузы воруют на плантациях? Ну и еще много-много чего мы хотим проверить. Дальним. Для работы у нас уже в принципе все есть. Так что пьем кофе и стартуем! Для работы нам понадобится 100 штук светодиодов общей мощностью 10 киловатт. Также то, чем мы их будем запитывать. Система будет походная, поэтому нам понадобятся литий-полимерные аккумы, с помощью которых можно получить такую гигантскую мощность. Несколько различной расходки, 200 винтиков, сверлышки и термопроводная паста. Также нам понадобится 4 руки, чтобы это все собрать. За основу взят гигантский дюралюминиевый лист, на котором мы все это дело смонтируем. Выбрали толщину 8 мм, чтобы был не сильно тяжелый, но мог хорошо рассеивать тепло. Отпиливаем лишнее. Ну вот, основа есть. Теперь наша задача прикинуть, как будут располагаться здесь все эти светодиоды. Вот так, ребята, выглядит 10 киловатт в светодиодном исполнении. Осталось исполнить сборку. Для этого нужно хорошенечко все разметить. Здесь уже распределено группами. Группы по 3 светодиода. На каждую группу нужно будет подать 108 вольт, которые уже имеются в виде последовательно соединенных аккумуляторов. Здесь как раз таки 108 вольт при полном заряде. Паять буду группами по 3 светодиода. Расчет на 108 вольт. И 100 ампер в конечном итоге. Все диоды нужно запаять такими секциями. Держатся довольно-таки жестко, очень ровненько получается с упором. В общем, в таком духе продолжаем. Ты мне скажи, чё как? Струбцины стоят своих денег? Всех. Просверлили 200 отверстий и сделали 400 фасок с двух сторон. Вот они, красавцы. Теперь нужно нарезать 200 резьб. Да, вдвоем, конечно, ребята, работается веселее значительно. Ну что ж, стартуем нарезать резьбу. Какими-то титаническими усилиями нарезали 200 резьб. Теперь берем в руки термопасту, берем светодиоды и монтируем все это хозяйство на плиту. Яишенка знатная получилась. На 100 персон.
Ребята, спаяли наш фонарик. Ну, светит так жестко, и потом долго шахматы в глазах. Все отражатели я уже приклеил на эпоксидную смолу. Нужно теперь приклеить линзы. Я их уже приготовил. Линзы все приклеены на эпоксидку. Уже готовы даже ручки. Они из фанеры. Ставим их на свое место. Итак, пробуем, что же у нас получилось. Отлично. Установил заднюю крышку. Сюда будут крепиться батарейки. Здесь специально оставил промежуток, чтобы был доступ воздуха для охлаждения плиты. Уже практически готова коробочка. Специально сюда будут вставляться вот такие маленькие пальчиковые батареечки. Несколько штук. Маленькая релюшка такая авиационная. И осталось найти нам кнопку или тумблер. Все подключить и будем тестировать. Ой, как красиво получается. Как здесь и было. Находимся в режиме пайки. Напомню, что у нас 100 светодиодов. Каждый светодиод на 36 вольт. Мы их спаяли в группы по 3 светодиода. На 100 вольт получается каждая группа. И если мы достигнем тока 100 ампер, мы получим 10 киловатт мощности. К чему мы и стремимся. Подключим дополнительно в сеть прибор, с помощью которого будем измерять ток. Вот, и по нему будем смотреть, достигнем мы 100 ампер или нет. 99 вольт получается. Надо еще следить, чтобы не ударило током. Значит, смотрим, какая мощность у него сейчас. Так вот оно включается. Ваттметр показывает 32 ампера. Это говорит о том, что вся эта система 3,2 киловатта выдает. Да, Вот. где-то 30% мощности сейчас. Всего-навсего. Но мы будем усиливать, то есть вольт на самом деле больше, чем 100 будет. Есть еще два аккумулятора, трехбаночный и двухбаночный. То есть это примерно мы добавим еще 20 вольт. Ну, можем добавить. Хотя это уже будет слишком. Вот. Ну, на проектную мощность 10 киловатт мы точно выйдем. Это 100%, гарантия. Врубаем то. Давай. Так, 51. Выключай. Мало. Добавили однобаночную. Ну вот она выглядит как четырехбаночная. Это просто в параллель однобаночные банки запитаны. Очень мощная батарея. Так, ну, 74 ампера. 7 киловатт уже есть. Подсоединили все аккумуляторы, что были у нас. И смотрим, сколько вольт. Раз, два. 122 вольта, 123 вольта. Напряжение не детское. Так, проверяем. Сколько ампер? 90, 94, 93. Вот Ну, падает. 98 было. Да, То есть 98. всплеск 98 ампер был. Плюс пока грузился этот прибор, какие-то секунды было 10 киловатт, как минимум. Давай измерим вольтаж под нагрузкой. Вольтаж именно. Угу. То есть, может, у нас есть 10 киловатт. Включаем. 110 вольт. Выключаем. Так. Ребята, давайте умножим 110 вольт на 94 ампера. Получим 10 киловатт. Даже чуть-чуть больше мы превысили даже. 10 киловатт, 300 ватт, что ли? Ну, Так получается. получается так. Ну здорово, проектная мощность достигнута. Световой реактор выведен на 100% мощности, даже на 103%. Не, ну это жесть, конечно. Это жесть, это Буквально просто включали его туда-сюда, оно уже горячее, жесть. А, есть просто горячее. померить, сколько температура. Да, сейчас в помещении где-то 25 градусов, плита получается 46 градусов. Буквально включали за все время там по несколько секунд, ну в общем где-то секунд на 20. И она так нагрелась. Представьте, ребята, какая моща здесь жарит.
Так, сейчас вам покажем нагрев в реальном времени, в режиме. Включаем. Всё, нагрев пошел. Вот так греется. Обалдеть. Офигеть. Просто офигеть. Зашкварчало что-то. Ребята, ну все, наша межгалактическая пушка готова. А ну покажи, как она. Я сейчас тебе сетчатку жечь буду. Жесть! Жар аж здесь чувствую. Жар? Жар чувствую. 1,5 метра жар Да, чувствуется. хочешь попробовать? Ничего себе. Сейчас попробуешь. Давай. Жесть! Правда, жар чувствуется. Ребята, вот это да. Это просто мощью веет от этой штуки. Нереальной. Пошли пробовать. Я уже не терплю. Дай ее сюда. Оп. Ничего себе. Вообще. Ну вот, ребята, испытания прошли очень успешно. Я счастлив, я просто радуюсь. Всегда поднимается настроение до предела, когда получается довести запланированное, тем более отложенное немного в ящик, до конца. Это один из таких проектов. Я давно его держал в голове, но вот он перед вами воплотился. Надо еще задуматься о охлаждении, ну еще есть ряд задумок. В принципе, можно еще много-много чего интересного с ним придумать. В общем, такой вот светодиодный реактор или светодиодная пушка, не знаю, подскажите название, как бы вы его назвали в комментариях. Ну а у меня, ребята, на этом все. Надеюсь, это видео вам хоть немножко подняло настроение. Если вам понравилось, поставьте палец вверх. Не забывайте также подписаться на канал. Впереди много интересного, также с этим фонариком, еще много другого. А я с вами прощаюсь. Всем пока, друзья. До новых встреч. О, да! Слушай, это очень круто! Давай. Ого. Далеко видно. Дальше море уже. Вот это да. Вот это ты даешь. Пришествие инопланетян. Берем обзор немножко шире.